Автомобиль с кузовом из ткани? Летающие автомобили – это реальность или фантазии, которые остаются лишь в чертежах и рисунках? Когда уже появятся такие авто, которые сами отвезут вас после пьяной вечеринки, и права при этом никто не отберет? Сегодня мы рассмотрим очень интересные автомобили будущего, которые поразят ваше воображение. Лично я считаю плохой идеей создавать летающий автомобиль на основе существующих технологий. В итоге получается и плохой самолет, и ужасно неудобный автомобиль. Модель TerraFusion TFX является прямым доказательством моей теории. Компания TerraFusion из Бостона разрабатывает этот автомобиль уже много лет. Они обещали запустить его в производство еще в 2023 году. Но на дворе уже 2024, а дальше красивых видосов из трехмерного рендера они не сдвинулись. Заявленные летные и технические качества остались лишь на бумаге. Компания обещала, что стоимость такого авто будет около $300 тысяч, мощность двух электрических двигателей по 600 лошадиных сил, система автономного управления, система аварийной посадки и еще много чего другого. Но пока мы можем только надеяться, что такое будущее наступит уже совсем скоро, и все мы сможем летать по небу и не стоять в страшных пробках. Этот электромобиль находится на стадии испытаний в Европе и Америке. Но уже есть планы и на Южную Азию, например, Индию. Он разрабатывался компаниями Honda и SoftBank в 2022 году. Мощность двигателя 154 лошадиные силы, разгон до 100 км в час за 8 секунд, дальность хода на одном заряде 200 км. Ожидаемая цена 12 600 евро. Вместо боковых зеркал используются камеры высокого разрешения. Honda Neo V – это двухместный электрический городской автомобиль с искусственным интеллектом и возможностью автономного вождения. Чтобы оказывать поддержку во время езды, он может анализировать уровень стресса по выражению лица и пульсу, а также изучать образ жизни и вкусы водителя, чтобы делать соответствующие предложения в зависимости от ситуации. Так что я бы не советовал спорить по телефону, сидя в таком авто. А то вдруг он решит намотать вас на столб. Или просто встанет посреди шоссе, ожидая летящий сзади на всех парах огромный трак. А вот следующая функция может быть вполне полезной. Этот автомобиль с разрешения владельца может самостоятельно перевозить людей, когда машина не используется. С таким же успехом можно и самому попросить отвезти вас домой, если вдруг перебрали с выпивкой на корпоративе. А вообще, смысл идеи в том, что если хозяин не использует авто, то оно само будет зарабатывать ему деньги, самостоятельно таксуя. Ведь это авто полностью автономно и может ездить без водителя. Также автомобиль может служить большим пауэрбанком при необходимости, но внешний вид этой модели, напоминающей мою мыльницу в ванной, на мой взгляд, подкачал. Идем дальше. Но если уж речь зашла о страшном дизайне, то наверняка первое место займет модель Chevrolet ENV. У меня язык не поворачивается назвать эту бешеную табуретку автомобилем. А вы что думаете на этот счет? Напишите в комментариях, посмотрим, сколько людей согласны с моим мнением. Так вот, компания General Motors совместно с компанией Segway что-то крепко покурили дружным коллективом дизайнеров и создали этот двухместный городской автомобиль. Сначала они хотели втюхать свое творение американцам, но те эту капсулу смерти не оценили. Тогда они пошли на китайский рынок попытать счастье. Машина развивает максимальную скорость 40 км в час и максимальный запас хода 40 км. Весь аппарат утыкан датчиками для возможности автономного вождения, такими как GPS, оптические, объемные и тому подобное. Ах да, важный момент, который я забыл упомянуть. У этого чуда техники всего 2 колеса. Представляете, что будет, если закончится заряд батареи? А если заглючит электроника, а вы едете с горы? Аж страшно представить, какие будут голова-ноги в такой ситуации. Ну, в смысле, кувырки. Но справедливости ради стоит отметить, что компания Chevrolet умеет делать хороший дизайн. Чего только стоит их концепт-кар беспилотник на колесах без ступиц. Этот шоу-кар Chevrolet, по всей вероятности, представляет собой подготовку будущего серийного нишевого автомобиля, способного конкурировать с BMW i8 по вау-эффекту. Похоже, что создатели идеи в техническом центре Patak осмелели не на шутку.
Электромобиль Chevrolet FNR оснащен системой полностью автономного вождения на основе ряда сенсоров и радаров, автоматической беспроводной зарядкой, сканером радужной оболочки глаза вместо ключа зажигания и интегрированными в колеса моторами. В нем даже есть возможность развернуть кресло друг к другу, подчеркивая автономность управления. Наружная оптика основана на лазерной технологии. Такие фишки отражают девиз модели Find New Roads – «Ищи новые пути» в сочетании с уникальным дизайном. Жаль только, что технологии еще не дошли до того, чтобы этот автомобиль обрел возможность летать. Вот он действительно достоин звания автомобиля будущего. Мы уже видели, что компания Chevrolet не умеет делать маленькие автомобили с хорошим дизайном. А вот компания Toyota смогла. Она создала автомобиль Toyota FV2, который управляется наклоном водителя. Это чем-то напоминает управление мотоциклом. Кроме того, FV2 предоставляет широкий спектр информации о безопасности, включая заблаговременные предупреждения о других транспортных средствах, находящихся в слепых зонах на перекрестках. Это способствует более безопасному вождению, используя технологию интеллектуальной транспортной системы, которая позволяет ему связаться с другими транспортными средствами в этом районе и местной дорожной инфраструктурой. Toyota хочет довести отношения между водителем и автомобилем FV2 до таких, какие будут похожи на доверие и понимание, которые могут быть у гонщика с лошадью. Автомобиль использует как распознавание голоса, так и изображение для определения настроения водителя. Он также использует историю вождения водителя для определения мест назначения и предоставляет информацию о технике вождения, чтобы помочь водителю улучшить свои навыки вождения. В дополнение к дисплею дополнительной реальности на лобовом стекле, водитель может настроить цвет внешнего дисплея и кузова автомобиля, что улучшает связь между автомобилем и водителем. На мой взгляд, дизайн этого авто стремительный, подчеркивающий скорость и управляемость. Ты доверяешь этому аппарату, даже не садясь в него. А что вы думаете на этот счет? Как же обычно расстраивает, когда видел замечательный концепт-кар, а потом смотришь на серийную модель, не имеющую ничего общего с концептом. Каким же крутым был на выставке в Нью-Дели концепт Renault Kwid. Это, по сути, компактный внедорожник с усиленной подвеской, выдерживающую раллийную нагрузку. Руль расположен по центру, а два пассажира сидят по левую и правую сторону от водителя. Также есть еще два места сзади. А чего только стоит размещенный на крыше под защитной крышкой квадрокоптер, который может исследовать обстановку сверху в то время, когда вы несетесь по бескрайней пустыне. Это, по сути, летающий компаньон, который автоматически следует по GPS-меткам и помогает пилоту. И потом, они выпускают серийную модель, которая ни дизайном, ни концепцией, ни технически не напоминает концепт. Обычная серая повозка, утратившая весь романтизм путешествий и приключений, который был в концепте. Если я против летающих автомобилей, то не могу это сказать про дорожные самолеты. На самом деле это не одно и то же. Когда за основу берется самолет и делается так, чтобы он мог по обычным дорогам доехать до аэродрома, то в этом есть некий смысл. Тогда вам не надо арендовать специальный ангар на аэродроме, да и за покупками в магазин можно съездить на такой штуке. Короче, когда есть хоть какой-то сенс в концепции, то она доводится до реального прототипа и испытаний. Словацкая компания создала летающий автомобиль Аэромобиль 3.0, который действительно летает. Он даже в 2015 году потерпел крушение, но летчик выжил, так как сработал баллистический парашют. Однако это происшествие отложило дату выпуска серийной модели. Автомобиль рассчитан на 2 человек, собственный вес его 600 кг, максимальная скорость аппарата в полете 200 км в час и 160 км по шоссе. Из описания я так понял, что и колеса в шоссейном варианте, и винт в авиаварианте приводятся в движение одним и тем же двигателем Rotax 912 S. То, что за основу взят авиационный двигатель, это разумное решение. Сразу видно, что конструктор в первую очередь авиаконструктор, а не автомобильный. На сегодня существует уже 4-я модель и разрабатывается еще 4-местная. Но при этом нигде я не смог найти очень важный показатель для самолетов и планеров. Это аэродинамическое качество. У самолета оно должно быть около 10, то есть с высоты 1 км без работающего двигателя самолет должен спланировать на расстояние 10 километров. Но что-то мне подсказывает, что у Аэромобиль 3.0 с этим показателем совсем плохо. BMW Gina Light Visionary Model
Это концептуальный спортивный автомобиль с тканевой обшивкой. Идея заключена в том, что при желании можно изменить форму авто без особых усилий. Разработчики компании утверждают, что эта ткань эластичная, водостойкая, упругая и долговечная. Этот тканевый кузов устойчив к высоким и низким температурам, не разбухает и не сжимается. Ткань натянута на подвижный алюминиевый каркас. Множество электрических и гидравлических приводов регулируют форму рамы. Например, багажник, 2 боковые панели и капот составляют всего 4 панели джина. Маленькие двигатели вытягивают ткань из щелей в виде век над фарами. Также доступ к двигателю осуществляется через щель посередине капота. Поскольку ткань полупрозрачная, задние фонари просто просвечивают сквозь нее. Чтобы облегчить посадку и высадку из автомобиля, когда автомобиль припаркован, рулевое колесо и приборы на центральной консоли находятся в положении холостого хода. Они принимают правильное положение, когда водитель нажимает кнопку запуска. Подголовник поднимается с сиденья, когда водитель садится. В странах, где воровство сведено к минимуму, такая концепция имеет право на жизнь. В остальных случаях проникнуть в салон не представляет никакого труда даже школьнику. Если Mercedes-Benz F015 нельзя назвать автомобилем будущего, то что тогда можно так назвать? Этот концепт-кар превратил понятие «автомобиль» из простого транспортного средства в место для отдыха. Просторный салон поднимает понятие комфорта и роскоши на совершенно новый уровень. Непрерывный обмен информацией между пассажирами, программным обеспечением автомобиля и окружающей средой являются ключевой чертой прототипа. F015 – это проявление дальновидения Mercedes-Benz в плане глобальных тенденций. К 2030 году число городов с более чем 10 миллионами жителей увеличится примерно с 30 до более 40. По словам доктора Дитера Цетше, председателя совета директоров Daimler AG и главы Mercedes-Benz Cars, самыми ценными предметами роскоши в 21 веке являются личное пространство и время. Автономные автомобили Mercedes-Benz должны предлагать именно это. Концепт-кар имеет на борту литиевую батарею емкостью 29 кВт-час на 200 км хода, которая заряжается бесконтактным способом. Однако она не встанет, так как еще 900 км обеспечивает водород. В итоге авто может проехать 1100 км без подзарядки. Пара двигателей на задней оси пиковой мощностью 136 лошадиных сил каждый выдают 400 ньютон-метров суммарного крутящего момента. Благодаря этому авто разгоняется до 200 км в час за 6,7 секунд. Mercedes-Benz выходит за рамки технических вопросов внедрения автономного вождения, являясь пионером в переходе от просто беспилотных транспортных средств к автономным. Подобно тому, как автомобиль Карла Бенца в 1886 году изменил людей и общество в целом, первые автономные автомобили могут изменить мир. Система сидений с 4 поворотными сидениями, которые позволяют сидеть друг напротив друга, является ключевым компонентом инновационной концепции интерьера F015. Время, проведенное в машине, может быть использовано для работы, отдыха или общения с 4 пассажирами. При открытии дверей сиденья с электроприводом поворачиваются на 30 градусов наружу, что обеспечивает посадку и высадку. Непрерывный обмен информацией между пассажирами, программным обеспечением автомобиля и окружающей средой является еще одной важной особенностью прототипа. В приборную кабину боковые и задние панели интегрированы 6 экранов, которые передают информацию. С помощью сенсорных команд, движений глаз или жестов пассажиры могут легко управлять функциями автомобиля. Концепт-кар F015 с электрическим приводом использует лазерные проекции и светодиодные экраны для взаимодействия с окружающей средой. Это авто способно без людей внутри самостоятельно найти парковочное место по GPS и припарковаться. В будущем профессия личного водителя исчезнет, как когда-то профессия личного извозчика. Компания Mercedes продемонстрировала, что ее технология позволяет по праву существовать автономному вождению в повседневной жизни. В то время, когда в 2013 году автономный седан S500 Intelligent Drive впервые проехал по историческому маршруту Берта Бенц 1888 года. Сама компания настаивает на том, чтобы называть этот автомобиль не концептом, а исследовательским. Ее руководство уверено, что в 2030 году на дорогах преимущественно будут эксплуатироваться именно такие автомобили.
Кроме концептов, существуют автомобили будущего, которые уже ездят по дорогам. Автомобиль BMW i3 имеет внешность концепта и практичность повседневного транспорта. Этот небольшой городской электрокар разгоняется до 100 км в час всего лишь за какие-то 6,9 секунд. Мощность рестайлинговой версии составляет 184 лошадиные силы, что для такого маленького автомобиля является избыточным. Максимальную скорость он может развить до 150 км в час и обладает запасом хода на 160 км. Это для города более чем достаточно. Он больше похож на гаджет, чем на авто. Да и подключается он к вашему смартфону как дополнительный гаджет. Интерьер салона этого немецкого электромобиля сочетает в себе компактность и комфорт. Размеры салона позволяют с комфортом путешествовать не только водителю и переднему пассажиру, но и людям, размещающимся на заднем сиденье автомобиля. Что касается внутреннего дизайна модели, то он получился достаточно неоднозначным. С первого взгляда трудно понять, чего больше в автомобиле – ретро-мотивов или деталей, подчеркивающих современность автомобиля и инновационность его технологий. Например, узкая передняя панель напоминает старый ламповый радиоприемник. В то же время в BMW i3 есть сенсорная цифровая приборная панель и планшет мультимедийной системы. В целом, кресла автомобиля удобны, но небольшая толщина и жесткость спинки могут вызвать неудобства. К преимуществам этого типа конструкции относится то, что даже люди высокого роста могут с комфортом расположиться в этом сидении. Большой диапазон механических настроек и боковая поддержка немного компенсируют эту излишнюю жесткость. Автомобиль оснащен подогревом передних сидений и креслами с вентиляцией и массажем, а багажник имеет всего 260 литров, но его можно увеличить до 1,1 кубических метров благодаря широким возможностям трансформации. Материалы, используемые для отделки салона автомобиля, включают натуральную кожу, дерево, рельефную ткань, композитные материалы и пластик. Хотелось бы, чтобы производители не боялись смелые решения своих концептов воплощать в реальной жизни. Может, тогда она станет более яркой. На этом у нас все. Всем пока!